Привет, друзья! После небольшого перерыва я снова с вами и буду радовать вас своими рецептами. А сегодня хочу поделиться рецептом очень вкусной мойвы пряного посола. Рыбка готовится просто, а получается безумно вкусно. Для начала подготовим маринад. В емкость подходящего объема вливаем 500 мл воды. К воде добавляем специи. 1,5 столовой ложки соли, 1 чайную ложку сахара, пол чайной ложки кориандра, пол чайной ложки перца горошком, пару лавровых листиков и 2 гвоздички. Сотейник отправляем на плиту, вливаем чайную ложку лимонного сока. Хорошо все перемешиваем до полного растворения соли и сахара и доводим до кипения. А теперь, как всегда, расскажу немного о полезных свойствах этой замечательной рыбки. В соленой мойве содержится витамин ПП, В9, В6, С, Е и А, минеральные вещества цинк, хром, фтор, никель, молибден, кобальт, йод, хлор, фосфор, сера, натрий, магний, кальций и калий. Мойва относится к жирным сортам, поэтому в ней присутствует большое количество рыбьего жира, а в нем, соответственно, полезные полинасыщенные жиры омега-3 и также богата она аминокислотами. Употребление этой рыбки способно нормализовать уровень холестерина в крови, поднять иммунитет, а содержание йода позволит избежать некоторых проблем со щитовидной железой. После закипания варим маринад 2-3 минуты, периодически помешивая. Это делается для того, чтобы все специи раскрылись и отдали свой аромат. Затем готовый маринад снимаем с плиты и оставляем остывать. Маринад должен полностью остыть, это очень важно. Так как сейчас зима и на улице холодно, я оставлю сотейник с маринадом на подоконнике у открытого окна, и он очень быстро охладится. Пока остывает маринад, подготовим рыбку. Мойву необходимо хорошо помыть. При желании ее можно выпотрошить. Я же этого делать не буду. Буду мариновать рыбку целиком. Затем перекладываем подготовленную рыбку в подходящую емкость для маринования. Мариновать рыбку можно в любом стеклянной таре, будь то контейнер или стеклянная баночка. Также можно использовать эмалированную посуду. Пока мы подготавливали нашу рыбку, мой маринад уже полностью остыл. Еще раз напоминаю, что маринад должен быть полностью холодным. Заливаем рыбку маринадом. Отмечу, что рыбка должна быть полностью вся покрыта маринадом. Затем накрываем контейнер крышкой или, как в моем случае, пищевой пленкой и отправляем нашу рыбку на сутки в холодильник. Через сутки такую рыбку уже можно кушать. А если вы планируете засаливать рыбку уже выпотрошенную, чистую, без внутренностей головы, то такая рыбка будет готова уже через 5-6 часов. То есть утром, уходя на работу, можно ее замариновать, а вечером уже кушать. Итак, прошли сутки, достаем нашу рыбку из холодильника, она прекрасно просолилась, вы даже представить себе не можете, какой стоит аромат. Вот я вам ее показываю, а у самой слюнки бегут. На плите уже подходит картошечка, жду не дождусь, когда же мы сядем ужинать, но осталось пару штрихов. Посмотрите, какая замечательная рыбка получилась. Объедение. Итак, хватит уже пускать слюни, пора выкладывать рыбку на тарелку, сверху посыпать лучком, укропом и звать всех к столу. Мойва – это вкусная, полезная рыбка, доступная практически любому. Ее жарят, варят, коптят и засаливают. А особенно вкусная мойва получается домашний засол. Мойва, приготовленная таким способом, получается очень ароматная и безумно вкусная. Попробуйте и вы приготовить мойву по данному рецепту. Порадуйте себя и своих близких. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. До новых встреч, друзья!